Огромный питон скрутил беременную волчицу. Но посмотрите, что сделал волк в последний момент. По безжизненным склонам предгорий Мистеридж в сердце скалистых гор медленно брели два волка. Старый вожак по кличке Грей с густой серебристой шерстью, обветренной суровыми зимами, шагал рядом с молодой, но выносливой волчицей, Нойрой. Уже третьи сутки они искали воду среди высохших русел и редких еловых рощ, где жара с каждым днем становилась все беспощаднее. Их лапы были изранены острыми камнями. Когти стерлись до белого. Дыхание было тяжелым и рваным. Грей, несмотря на усталость, держал шаг, не позволяя себе замедлиться. Не из гордости, а из чувства долга. Нойра же шла рядом, прислушиваясь к каждому его шагу, подрагивая ушами от малейшего шороха. Поляна перед ними напоминала пепельный котел, иссохшая земля, выжженная трава и лишь камни да корни, цеплявшиеся за жизнь. Казалось, что сама природа отвернулась от этих мест. Ветер приносил запах сосновой пыли и змеиной кожи. Солнце палило с безжалостной точностью, отбрасывая резкие рваные тени. Они свернули во враг, где некогда весной текла полноводная река. Там, под нависшим склоном, среди корней старой сосны, скрывалась тонкая серебристая лента, капающий родник. Как два призрака, они скользнули к нему и начали пить. Грей пил быстро, настороженно, между глотками окидывая взглядом горизонт. Нойра, напротив, опустилась на передние лапы, уткнулась мордой в прохладу и прикрыла глаза от наслаждения. Но едва первая волна облегчения схлынула, как в воздухе повисло нечто тяжелое. Не звук, скорее интуиция, хищная вибрация земли, предчувствие беды. Грей поднял голову. Его уши дрогнули, ноздри затрепетали. Из щели между валунами выползла тень. Сначала показалась широкая, гладкая, чешуйчатая голова с тусклыми, как кремень, глазами. Затем медленно и тяжело потянулось длинное тело. Гремучая змея, огромная, больше 3 метров. Солнце отсвечивало на ее чешуе, которая будто мерцала между золотом и пеплом. В этой высушенной долине даже такие древние создания вынуждены были выходить из нор, теряя осторожность в борьбе за выживание. Нойра первой заметила движение. Она приподнялась, зарычала тихо и двинулась вперед. Глаза горели не страхом, а скорее любопытством. Слишком юная, слишком дерзкая. Она подошла ближе, и ее нос коснулся прохладной чешуйчатой кожи врага. Змея замерла, а затем резко подняла голову, язык заскользил в воздухе. В одно мгновение Нойра среагировала, схватила змею за шею и попыталась оттащить. Но сила была не на ее стороне. Змея взвилась, ее тело с ужасающей скоростью закрутилось вокруг волчицы, как веревка. Грей рванулся вперед, но его шаги были остановлены инстинктом. Он не мог атаковать, рискуя задушить спутницу. Он вцепился ей в холку, стараясь выдернуть из смертельной хватки, но безрезультатно. Крик Нойры разнесся по ущелью, пронзительный, полный боли и отчаяния. Глаза ее закатывались, лапы судорожно двигались, шерсть слиплась от пота и крови. Грей кружил вокруг, ревел, выл. Его глаза были полны ярости и страха. Но он был бессилен. Все внутри него рвалось в бой, но разум подсказывал, он бессилен. В это же время на другом конце хребта, по гравийной дороге, медленно ехал джип службы охраны заповедника. Внутри сидели двое. Энди Келлер, опытный лесничий с 20 годами службы, и его молодой напарник Томас Броуди, бывший ветеран, недавно присоединившийся к службе. Они патрулировали границу парка, где в последние недели участились сигналы о нападениях змей на оленей и койотов. Когда рев волка прокатился эхом по склонам, оба переглянулись. «Это не территориальный зов, это крик», — сказал Томас, сжав руль. «Это вожак. Значит, что-то серьезное», — отозвался Энди. Они свернули в сторону, пробираясь между валунами и кустарником. Через несколько минут, добравшись до расселины, оба замерли. Картина перед ними была почти мифической. Огромная гремучая змея обвилась вокруг тела истекающей слюной волчицы, вожак кружил вокруг, метался между инстинктом и страхом. «У нас нет времени», — бросил Энди. Он схватил складной багор, Томас, толстую сухую ветвь. Они начали приближаться, громко переговариваясь, чтобы привлечь внимание змеи. Та замерла, чувствуя угрозу, и повернула голову в сторону людей.
Грей отступил, поняв, что помощь пришла. Томас хлестнул змею по телу, Энди вцепился багром ближе к шее и резко дернул. Змея корчилась, извивалась, но инстинкты спасали волчицу. Хватка слабела. Спустя десятки мучительных секунд змея отпустила добычу и уползла в заросли. Нойра рухнула на землю, глаза ее были полузакрыты, дыхание слабым. Энди и Томас бросились к ней. «Она жива, но без сознания. Нужно срочно помочь». Энди уже доставал шприц. Он ввел препарат. Томас держал волчицу, проверяя дыхание, останавливая кровь. Они молчали. Каждый знал, что эти мгновения решают все. Прошло 5 минут. Потом 10. Грей все это время стоял в 2 шагах, напряженный, будто готовый умереть, если она не встанет. Неожиданно Нойра дрогнула. Потом пошевелилась лапа. Потом глаза. Она издала тихий, почти детский хрип и медленно повернула голову. Энди с Томасом облегченно вздохнули. Они встали и отступили. Грей подошел и мягко ткнулся мордой в щеку Нойры. Она с трудом села. Грей лизнул ее, и оба волка, не говоря ни слова, просто остались рядом. «Вот ради таких моментов все это имеет смысл», — тихо сказал Энди. Через час их уже не было. Волки растворились в сумраке елового леса. Но их следы остались, глубокие, рваные, но не сломленные, в скалистых горах. Жизнь не прощает ошибок, но иногда она дает шанс. И те, кто пережили такое, уже никогда не будут прежними. А в отчете рейнджеров за тот день появилась простая запись. Спасена пара волков. Возможное нападение змеи. Вмешательство необходимо. Вожак – наглядный пример силы и терпения. Волчица – польстом борец до конца. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.